Всем привет, друзья! Вы на канале Полный Пандец. Закончить 24 год хотелось бы чем-нибудь таким веселым и развлекательным. И тут у нас такая интересная дата, 23 декабря, день рождения у Ромы. И мне вот захотелось ему сделать такое видео-сюрприз, поздравление и, возможно, кого-то вдохновить на подарки для своих родных и близких людей. В принципе, подарки универсальные, они могут подойти не только на день рождения, но и любые другие даты, которые вам захочется. Итак, Роме 36 лет. Это не круглая дата, как 20, 25, 30, 35, но это тоже дата, которая бывает один раз в жизни. И я решила взять за идею подарить ему в день его рождения 36 подарков. Когда мы жили в Мариуполе, это была большая толпа его друзей, которая приходила на день рождения. Потом, когда мы жили в Киеве, там тоже были большие гуляния, и подарков было всегда много. И на сегодняшний день, когда мы живем в Европе, я решила компенсировать количество людей, отсутствующих на день рождения, подарками. Перед тем, как мы отправимся в 23 декабря, я попрошу написать в комментариях, что вам понравилось ли вам что-то, как бы вы отреагировали на такие подарки, что бы вы оттуда убрали, добавили. 36 подарков я разделила на 4 части. Первая часть называется «Физическая». Рома давно и активно занимается спортом. С времен начала наших отношений до сегодня он уже скинул практически 10 килограмм. Рома недавно купил протеин, который ему совершенно был невкусен. Он давится им. Я вижу, как ему его пить невкусно. Я решила купить его любимый конопляный протеин. Там есть допустимое количество той самой конопли. Он его обожает. И типы в конопле стоят. Класс, это то, что надо. Рома любит прыгать на скакалке. Когда прыгаю, постоянно мечтаю, думаю, блин, когда будет скакалка, которая будет фиксировать мои успехи в прыжках, и я о ней мечтал. И вы тоже можете подумать в сторону того, чем занимается ваш муж или близкий человек. Возможно, что-то у него поисхудилось, и это можно обновить. Вот такие носки, потому что органический катон. А что будет от того, что я их буду носить? Спасибо, это хороший подарок. Буду носить. Он обожает все, что связано с проводочками. Вот такая вот пандочка, которая фиксирует этот проводок и не дает ему гнуться. Класс, это не будет ломаться. Ух ты! У нас большое количество оборудования, когда мы едем на съемку. Нужно на рюкзак нацепить много лишних каких-то предметов. Кажется, что лишние, но не на самом деле важные. И в этом нам приходит на помощь карабины. Карабинчиков всегда не хватает. Вот такой вот замечательный чехол для телефона. Очень хочется иногда и под водой снимать. И вот такая вот штучка. А где ты такую штучку нашла? Купленная в H&M. Ну, что тебе могу сказать? Читал такой штуки. А вылюзать в направлении камеры, потому что на камере ремешок такой плохой. А вот этот ремешок ты вот так вот отцепляешь на камеру. Вот так вот зацепил на камеру, камера где-то болтается, хоп, и все. То есть тебе чехол не намотался, но ремень намотался. Да. Но больше всего рад этому ремешку. Переходим к следующему подарку. Это шапочка. Это что такое? У Ромы есть классная бежевая дубленочка, и мне кажется, что с вот такой шапкой он будет стильным хлопцем на селе. Спасибо. Последний предмет, который просто необходим в мужском гардеробе, это белье. Белье никогда не бывает лишним. Ты угадала, потому что у меня осталось таких всего лишь навсего 2, а их должно быть 7. Какая прелесть. Дышит. Хорошо. Следующий пласт подарков физиологический. Сделанный из натурального бамбука. К ней, естественно, зубная паста. Зачем мне паста? У меня что, проблемы с ротовой порожниной? Мы недавно отбелили зубы, и, естественно, мы хотим следить за тем, чтобы они максимально долго продержали свой белый цвет. И я приобрела для Ромы вот такой шампунь. H-Energy. Он с кофеином, и он для восстановления густой шевелюры. Ну, спасибо. Витамины для сна. Gute Nacht. Предлагаю в подарок мелатонин-спрей. Опять мелатонин-спрей? Мне просто очень прикололо, что им можно пшикать. Пена для бритья. Ритуал дезодорант. Классные конфетки для горла. Рома очень любит арома истории. Мандариновое масло. Отлично. Ну и вот такой классный пластырь я приобрела. Тут пластырь на жизнь. Ну, коробочка топ, конечно. И последний подарок из этой серии – это вот такой гель для душа. Все подарки очень полезные, очень нужные. И топ это вот это. Это конопляный протеин, дорогой, зараза. Его не каждый день хочешь купить, потому что он дорогой. Ну, понятно, если были физические и физиологические, следующие должны быть какие-то душевные. В душевный пласт подарков я вложила то, что дает эмоцию. Поехали.
Was ist das? Это фломастеры. На самом деле у нас есть доска, на которой мы пишем свои мечты, свои планы, свои стратегии, свои цели. Пушка. Я, например, не раз замечала, что когда Рома работает за компьютером, он всегда зажигает свечи. Свечки-кактусики. Я очень люблю свечки. Еще есть такой нюанс, что Рома просто обожает маленькие предметы. И чем меньше они, тем для него это просто какой-то восторг. Люблю всякую мелкую херню. Вот у меня теперь будет гномик. Это мой ангелочек. Рома мечтает о собаке, он очень любит такую породу, как бультерьер, и я понимаю, что пока мы не готовы завести собаку, но дабы визуализировать эту породу, эту собаку, я увидела вот такого бультерьерчика в одном из магазинов и просто не смогла пройти мимо. Теперь у меня будет собака. Такая, господи, хоть бы не подарили бульдога когда-нибудь. Бульдог мне тоже нравится, потому что у него такая морда классная, но все-таки я предпочтение даю овчарке. Я вот искала что-то такое, что, как бы нету у нас, например, в обиходе, но то, что могло бы быть, например, полезным. Это что такое? Это зачем? Я с этим потом разберусь, можно? Это часы. Во-первых, просто потрясающий цвет этого песка. Они лопнули. Как лопнули? Вот, треснуло. Не беда, заклеим сейчас скотчем, и будет все хорошо. Ну и последний предмет – 20 вдохновляющих фраз. Всегда можно достать бумажечку и найти для себя ответ. О, wer kein Ziel hat, когда ты не имеешь цели, kann auch keins erreichen. Значит, когда ты не имеешь цели, можешь также не иметь истории. Да, может быть, это где-то слишком как-то перекладывать ответственность на банку с бумажками, но в целом иногда нам не хватает каких-то вещей, какого-то сверху знака для того, чтобы принять важное решение для своей жизни. Спасибо. Переходим к финальному. Типично праздничные. То, что можно съесть, выпить, почувствовать вот эту радость от праздника. Я их поместила в сумочку с пандой, вот с такой пандой. Мы все родом из студенчества. Мы довольствовались вином из пака, и буквально такой я нашла. Называется он Бьянка. Я не уверена, что это тот самый вид вина, который мы покупали рядом с 3 топорами и какой-нибудь Изабеллой, но я думаю, что где-то есть схожесть этого вкуса, потому что он стоит всего 70 центов. Когда он попробует, и если где-то будет даже схожесть с этим вкусом, насколько это его увлечет в те воспоминания. Ну да. А алкоголь вредит вашему здоровью. 2 маленьких, прималеньких варенья. Класс, тоже органично. Да что ж все органичное. Рома очень любит всякие жуйчики. Обожаю конфетки. В день рождения можно себе позволить. Это вот такие микробутылочки, тоже алкогольные. Good. Интересную коробочку я приобрела. Я до конца не знаю, что здесь внутри. Шоколад и какие-то еще скунс. Шампанское. Happy Birthday. И к нему вот такие 2 бенгальских огня. Ну, это очень запомнится и будет очень ярко. 36 горящих лет и закусывать таким шоколадом. Happy Birthday. Даже скорее, чтобы читалось 36. Да, супер. Главный подарок, который я сделаю Роме и покажу его в самом конце, это будет вот такая открытка. Уже ничего нету. Я хочу здесь написать 5 возможностей купить то, что ты хочешь, резко, в моменте. Даже если это как будто бы не надо. Ух ты! Рома, он такой человек, который готов отдать все всем, но для себя он иногда бывает жадноват. Все эти 5 желаний, я их написала на вот таких стикерах, вклеим в конверты, чтобы он их отдирал. Вау! Спасибо. Ура! Зато 36 классно видно. Мне кажется, вообще в любом европейском городе будут все те магазины, которые я вам сейчас показываю. Это Flying Tiger, Chibo, это Müller, Талия. Вообще обалденный магазин. В Талии вы можете найти то, что даже вы не искали. Настолько там все эстетично, так много разных классных предметов, доступные цены. Можно купить что-то за евро, можно купить что-то за 30 евро, ну и так далее. То есть все up to you. Вот тут же часы, конфеты, все эти мелкие предметы. И, в принципе, большую часть, наверное, 30% я купила там. Конечно, торговые центры. Вот эта тачка просто супер, но это следующий этап, который мне бы хотелось исполнить в моей жизни. Обязательно подарить Роме крутую машину. Это прям мечта-мечта. Прятала я подарки у себя в отделе купальников, поэтому, естественно, Рома туда не заходил и ничего не видел. Ну и, соответственно, смогла я их там сберечь в течение месяца. Ну что, день рождения удался? Ты понял мою идею? Идея на самом деле очень сложная была в реализации. Мне очень-очень понравилось. Ты сегодня заменила
всех друзей, потому что подарил много подарков. И я теперь как дитя малое буду их разбирать. Очень классно. И каждое решение очень полезное. Спасибо, Валерия, большое. Я могу встать тебя обнять? Да. Особенно желание.